Вьетнама. Это курортный город Ничанг. Меня зовут Илья. Я сейчас нахожусь на центральном пляже этого курортного города. У него здесь большой, широкий, обширный пляж. Недавно был серьезный большой шторм. Сейчас уже все ветки практически убраны. Огромные были волны, каких я никогда не видел. Но по итогу все резко закончилось. И была прекрасная погода после этого. Сразу же на следующий же день. Волны небольшие совсем. Купаться одно удовольствие было бы туристам и всем остальным. Сейчас в декабре жары такой излишней нет, как бывает летом, духота такая сильная. Ну а сегодня европейское Рождество. И сегодня я хочу показать, как будет проходить Рождество в Ничанге. Сегодня будет насыщенный денек. Мы находимся сейчас около площади Лотоса. Здесь последние дни устанавливали сцену. Я не знаю, это проходит подготовка к Новому году или это на Рождество что-то здесь тоже будет сегодня. Вот вечером как раз и посмотрим, что здесь будет происходить. Я планирую показать вечерний Ничанг сегодня. Ну и помимо этого, вот заодно сейчас показываю, что происходит с утра, днем. Небо чистое, красивое, пляж свободный, людей нету. Тут буквально единицы. Вьетнамцы обычно не загорают, в это время не ходят на пляж. Они на пляж выходят только тогда, когда уже нет солнца, появляется тень на пляже. Там после 3 часов они начинают выходить, после 2. Вот тут такой загорелый дяденька, вообще коричневый. Сегодня выпуск опять один день из жизни во Вьетнаме. Покажу полноценный день. Сегодня Тилли уезжает на подработку. На остров Винперл ее позвали. И вот сейчас мы начинаем на себе ощущать, какие условия для попадания на Винперл. Она проходит тест. Вот она мне звонит. Алло, окей, I go to pick up you. Да, вот мне ее сейчас нужно забрать. Она сейчас делала тест на ковид, который действителен 3 дня. Чтобы попасть на Винперл, нужно ехать туда сразу же уже с тестом. Ну или кто едет уже как в парк развлечений, там организованно проводится тест для людей. Она на работу туда едет выступать с группой музыкальной. Поэтому вот заранее сейчас подготовится и сегодня поедет. Рост заболеваемости продолжается, и чтобы уменьшить риск заражения, всех людей проверяют, особенно на Винперл и на разные такие другие мероприятия. Ну, сейчас мы пройдемся по площади. Вот такая сцена здесь установлена небольшая. Тут какая-то территория от компании Heineken. Что здесь будет, увидим дальше. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! 2022. Сейчас мы позавтракаем. Я вам опять покажу блюда, как завтракают еще вьетнамцы. Кому интересно посмотреть, я показывал, какие едят блинчики на завтрак вьетнамцы. В правом верхнем углу переходите на это видео, на подсказочку. Позже буду еще показывать другие блюда. Но сейчас мы позавтракаем именно интересным блюдом, рисом недорогим, на севере, где мы и живем. Затем Тилли пойдет на репетицию перед своим сегодняшним выступлением, встретится с группой. Ну и дальше уже вечером выйдем в город, погуляем, посмотрим здесь, какие тусовки происходят, какие здесь движения наводятся. Вот такой план на сегодня. Так что смотрите, не переключайтесь. Это курортный солнечный Ничанг. На канале был здесь. Я был здесь и всем советую. Вот так выглядит пункт тестов. Здесь делают тест, проводили здесь и вакцинацию тоже. А вот и Тилли. Hello, I just done COVID test to go to sing tonight in Vingperl. Yeah, Ilya will not go with me. So how much is it test? 100. Без тебя, без тебя. Вот мы приехали на север. Улица Дангтат называется. И здесь такое местечко, где Тилли очень нравится такое блюдо. Конга се. 25 донгов стоит всего лишь. With globes, not dirty. This chicken is not industrial chicken, it's a garden chicken and tasteful. Что здесь нравится Тилли, это вот такой соус яичный, наподобие майонеза, но это не майонез. Ну, с яйцами такой интересный нежный соус ей нравится. Здесь желтый рис рассыпчатый. У них тут несколько пластиковых столиков внутри. Обычно мы его берем с собой, тут можно с собой спокойненько это брать
и есть дома. Но сейчас как раз хочу показать, как питаются вьетнамцы конкретно, которые живут здесь, местные. Меня спрашивают, покажи, как местные питаются. Ну вот как раз они так и едят. Все, что я показываю, это места для местных. Сейчас мы ехали, такое оживление чувствуется в городе. Все готовятся к Рождеству. Хоть это и не вьетнамский праздник, но вьетнамцы многие тоже католики. Здесь нету православных церквей, но очень много католических соборов, церквей, храмов. А вот так вот моют руки прямо возле дороги. Я всегда люблю мыть руки и всегда спрашиваю мыло и где можно помыть. Вот здесь, например. Они здесь моют посуду. Всегда в таких местах можно помыть ручки. Главное знать, как правильно еще спросить. Я всегда спрашиваю по-вьетнамски мыть руки и мыло, говорю, называю. По-вьетнамски это звучит вот так. Rửa tay is mean wash hand. Sabon is mean soap. Sabon like French. По-французски сабом. Сабом и райтай. Rửa tay. You won't say different. Say, that's why I ask you to say. Вот запомните эти слова и соблюдайте гигиену. Грязными руками, конечно, лучше не есть. Try this here. More portion for you and pay a bit more money. Yes, I want. This is for you to try. Oh. What's here special? Chicken, this chicken with lemongrass. Еще вот такой суп подается, бесплатный бульончик. Здесь куриный бульон, так как курица у них много наваренного там, целиковая. Nice. Как суп в садике. Такой же бульончик. Вот этот соус наподобие майонеза. А в рис здесь добавлена куркума, поэтому он такой желтоватый. Здесь вот эта потрошенная курица, огурчик и вот во фритюре жареный лук, лук фри. И еще особый вот этот соус. Вот этот соус. Гарлик, лемонграсс. Здесь чили, перец, имбирь, рыбный соус. И такой имбирный у него привкус. Вот такой вот завтрак, такой рис. This is the best place of chicken rice in Nha Trang, but it looks not good, but taste. This is the main. I don't care much about the place I see. I care about taste more. Есть еще кимчи. Кимчи это пекинская капуста, специально особым образом замаринована, острая. I've been eating here for many years. Already. Okay, so it's been a year and I have no practice, no band, no singing, and today I met my old friends again and we're gonna practice for the Christmas show in Vinh Pearl. There are many type of guitar I can play. This for rock, high heavy metal. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. One more. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. And if you ever saw him, you would either say he's glowing or of the ordinary. They would never have his name. They never let Rudolph join in any rain. No big show, no big stage. I don't know when can I go to a big stage. I hopefully that after Lunar New Year we'll go to Saigon and have some fun in Saigon, a big stage, right? Hopefully that will be a big stage soon.
$28 for green. Candy for Christmas. I like Christmas. I like Christmas vibe. This and this. Take a picture. Same Vietnamese. Take picture like. Green tea. Boom. I should mix it. Hi. So this is chili, real chili, not Snell's chili, not cooking chili, not angry chili. This is me. Merry Christmas, everybody. Singer, not an angry wife who cooks now, who make yogurt. So they're gonna sing. Is it cute? Мы сейчас находимся на площади около католического собора, самого большого в Нишанге. Каждое Рождество сюда приходит много людей. Давайте сейчас пройдемся, посмотрим. На самом деле на улице реально очень много людей. Везде такие практически пробки, движение замедленное. Очень много байков, машин, передвижение такое наиболее активное. Я такое не видел. Весь коронавирус уже, что было столько много народу. И последний раз было такое как раз до локдауна, в майские праздники. Вот люди фотографируются, собор. Потом я про него покажу отдельно. Я в него еще не заходил ни разу. Все украшено к Рождеству. Здесь маленькая инсталляция с Иисусом Христом. Сюда приходят с детьми семейные люди. Здесь какой-то стритфуд продают с шашлычками, сосиски, на фритюре жареная еда. Вот, через дорогу здесь небольшой парк аттракционов. По вечерам или по праздникам, по выходным как-то вот он работает, открывается. Никогда я в него не заходил. Интересно узнать, сколько туда вообще вход стоит и как вообще туда заходить. У меня в родном городе тоже наподобие такой парк. Детские карусельки. Всякие паровозики тут. Вот более-менее еще интересная штука. Типа стиральные машины прокручивает вот так вот. Ну вот по принципу, как у нас и было. Кассир, такая вот касса. Тут у нас только в домике было это, а тут такая за решеткой прям. Сидит в темнице тетенька. Вот цены. 15 тысяч. 10-15 тысяч. В основном 15. Тут только два аттракциона за 10 тысяч донгов. Все остальное по 15. 15 тысяч это примерно 50 рублей сейчас. Вот эта штука прикольная. Мне реально нравилась всегда. Синчао. А, я думал, здесь столовая, все сидят, а это рыбалка здесь. О, старые добрые машинки. Прям детство вспоминается. Все вот эти аттракционы у нас были. И сейчас есть. Кто катался на таких машинках, на стареньких, сразу ставьте лайк. Давайте сейчас проедемся, посмотрим, что там у нас на первой линии происходит и на площади Лотоса. Есть ли там какой-то концерт или что там. Сцена была для чего построена? Для Нового года или чтобы сейчас что-то такое сделать? Okay guys, here I am. I'm going to Vinpearl to sing
And they have a really nice Christmas tree here. Kudu, hello. Wow, this is Vinpearl check-in place, receptionist. I don't know, they have a really beautiful tree here. Now this way I'm going to the board, and then we're going to the island. Woo. This place is where the boat starts to go. Guys, it's just crazy to be on the board, and I have to wear this mask and gloves. It's so annoying, seriously, it's very annoying. Hello. Now I'm waiting for the show to go on, but I don't think that there will be many people. Let's see. It's beautiful here. And here gonna be the stage. Да, но по итогу здесь так и не достроено что-то. Что-то еще устанавливают. Видимо, это на другой день, не на Рождество. Люди здесь гуляют, но внутри в этой территории ничего и нет. Так что посмотрим, что будет в другое время, на Новый год. Так, а что же у нас тут еще интересного на площади Лотоса? Вот, зажглись эти буквы с Новым годом 2022. Сегодня я проходил по пустой площади, людей абсолютно не было. Вот сейчас можно увидеть, что реально много людей именно здесь. Самое центровое место, где все праздники проходят. Ну вот, начинается столпотворение, хоть все в масках ходят, это помогает, но в целом вирусом все равно можно заразиться. Ну все в масках, так неинтересно, лицо не разглядеть, саундчек. Проверка звука. Или что здесь начинается концерт? Синчао. Да, здесь какая-то проверка звука идет, а может репетиция сейчас еще. Странно. В Рождество репетицию проводить? Или это реальный концерт? Во! Вот так можно выбежать на сцену с камерой. Сейчас пойду запрыгну на сцену и буду с ними плясать. Я так понял, что это репетиция. Просто решили ее провести в Рождество сейчас. Людям тоже позабавиться, потому что у них тут костюмы все не одинаковые. Они одеты в свое каждый. То есть как бы выглядит реально как предновогодняя репетиция просто. Ну, в общем-то, все как обычно. Катаются на этих машинках маленьких детских. Детишки. Вот на таких сегвеях катаются люди. Какой смысл фотографироваться в маске, я не понимаю. Вот она фотографируется, селфи, и маску даже не снимает. Чао. Да, это, конечно, странно. Вот они привязались к этим маскам все.
сейчас пройдем дальше по первой линии. Около клуба «Зима» есть клуб «Гавана Клаб». «Зима» сейчас закрыта, а вот у этой «Гаваны» прямо такое тоже много людей так собралось, все фотографируются. Сейчас посмотрим. Это все персонал этого заведения. Christmas is coming. Start sending your letters off to Santa. Christmas is coming. Yeah. Better be nice if you want your present. Tell all your brothers, sisters, mama and papa too. Christmas is coming, yeah. Staying up late looking out the window, yeah. Christmas is coming, yeah. Spotting some sleigh rides and some jingle bells. Tell all your brothers, sisters, mama, papa too. А вот «Зима». «Зима» полностью закрыта. Тут была куча байков раньше, все сюда люди приезжали. Парковка. Сейчас вот сидит охранник около закрытых дверей. Там ведет ремонт сейчас какой-то. Говорят, что кто-то выкупил, перекупил, что-то другое делают. Вывески «Зима Клаб» сейчас нету. Тут еще какой-то строительный мусор на входе. Christmas is coming, yeah. Ладно, пойдемте дальше. Вот мы находимся у Ничанг-центра сейчас. Переходим дорогу. Вот здесь особенно видно, как сейчас очень много машин разных и байков на дороге. До коронавируса так было как раз. В майские праздники последний раз. Ничанг-центр. Здесь открыли Starbucks новый. Тут тоже много людей довольно-таки в этом кафе. А рядом с Ничанг-центром вот тут какой-то клуб Queen и Ясака. Ничанг. Ясака. Ну тут не так много людей, но тоже есть. Ничанг. Hello, do you speak English? Hello. Sorry, you scared? I know, I just don't know. That's Are you Vietnamese? behind me. I just make video for YouTube and saw you. Wanted to ask a couple of questions. Are you from Nichang or from somewhere? No, I'm from Hanoi. From Hanoi. Came here for vacation. Yeah, that's right. Yeah, for Christmas holidays, that's it. You just together, two? Yeah, Girls? two of us together Maybe- and we're living, we're staying here. Here? Yeah. Ah, Are you doing video? I make video, yeah, but this I will cut anyway. It's okay. Understand. Yeah. Where you from? I'm from Russia, live here in Oh, Nichang. Russia. Yeah. And what is your plan for today, this evening? We are going some bar. Where? Some bar. Самбар? Вот так вот подошел к девчонкам, напугал их. Это вообще забавно получилось. Вот, пожалуйста, туристы ездят. Сейчас, я так думаю, здесь вообще полно. Все эти люди, половина, наверное, это все туристы, кто здесь гуляет, особенно пешком. Ладно, едем дальше.
новое местечко на пляже. Тоже с дискотекой, бар. Я его уже показывал, когда оно было пустое, здесь никого не было. И вот уже наконец-то открылось. Сейчас в католическое Рождество хотя бы работает. Вот The Beach. Такой деревянный бар прямо на пляже установлено. В это место еще не ступала нога туристов. Здесь играет диджей. В принципе, здесь интересно. Как-то сегодня не так активно. Вот в мае здесь было реально круто и вообще была такая движуха веселая. Сейчас как-то все уныло сидят на чиле, на релаксе. Кальянчики. Но кальяны, говорят, не умеют делать во Вьетнаме. Я уверен, что здесь такие фиговые кальяны на самом деле. Но сама атмосфера вот эта пляжная прикольно, но не хватает, в общем, драйва и туристов здесь, иностранных. Ну, сама задумка классная. Я когда на Бали был, там весь пляж в таких заведениях усыпан. На подушечках сидят, прямо у моря, встречают закат. Там просто красивый закат на Бали, с западного побережья Бали. А на восточном побережье восход встречают. Так вот здесь тоже восход встречают солнце. То есть утром здесь красиво, в Ничанге. Ну и вот вообще во Вьетнаме. А солнце уходит за горы. Вот, но в любом случае такие заведения могли бы появляться больше и масштабнее. Думаю, с развитием туризма все это будет. Осталось только не забрасывать туризм. Вот так прошел сегодняшний день в Ничанге без туристов. Сегодняшнее католическое Рождество заканчивается. Молодцы, что досмотрели это видео до конца. И сегодня еще хочу объявить конкурс. Тот, кто оставит самый лучший комментарий, по моему мнению, под этим видео, я обязательно отблагодарю. Будет отличный подарок от меня и от канала «Был здесь». Ну а сегодня подарок получает за самый лучший комментарий под предыдущим видео аккаунт «Белая полосочка». Поздравляем его. Напишите мне личное сообщение в инстаграме, и от меня будет отличный презент для хорошего настроения. Кто хочет тоже получить подарок, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы сейчас находимся около Ня-бара. Это единственный полноценный, самый активный и самый веселый бар в Ничанге. Пойдемте посмотрим, что там происходит сегодня.